Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 31 мая, среда. И, естественно, сегодня наш разговор пойдет вокруг вчерашнего рейда украинских беспилотников на Россию, на Москву. В отличие от недавнего рейда в Белгородскую область, на этот раз операцию проводили ВСУ. А потому она была проведена хорошо, если не сказать отлично. Тут надо иметь в виду, что нанесение, тем более максимального урона противнику в данном случае такая задача не стояла, были другие цели. И деморализация врага достигла высокой степени, о чем мы тоже сегодня поговорим. Достаточно сказать, что Путина подняли в 5 часов утра, потому что беспилотники летели прямо близко к тому месту, где он находился. И уже утром, когда давал свое первое интервью по этому поводу, он выглядел как побитый бобик. Ну и бравурности в его речи слышно не было. Сейчас мы тоже это разберем в разделе «Что нам дальше ждать?». Итак, что произошло? По разным оценкам, от 8 до 32 беспилотников Украины проникло в воздушное пространство Москвы, Московской области. Я, кстати, зашел, безусловно, на несколько шестых палат на соловьиных пометах всевозможных в Мордоре, для того, чтобы замерить температуру. Поэтому расскажу в том числе о том, что там происходило и происходит. Так вот, по мнению и по экспертизе представителей Мордора, налет осуществляли в основном беспилотники, которых они назвали UJ-22, производство украинской компании «Укрджет». По, опять-таки, оценкам рашенских экспертов, Украина добыла значительную часть компонентов, они говорят, на черных или серых рынках, и даже в Китае, для производства 10 тысяч. Вот некоторые говорят, что они уже есть у Украины 10 тысяч, а другие склоняются, что есть компонентов достаточно для производства 10 тысяч этих дронов. И это вызывает не то что глубокую озабоченность, это вызывает серьезный страх. Но тут другой вопрос, зачем Украине побираться, как России, по черным и серым рынкам, в том числе по китайским, когда среди ее союзников 50 государств, которые готовы отдать это бесплатно, без всяких черных и серых, причем высокого качества, гораздо более высокого качества, чем в Китае. Далее, по мнению и по аналитике российских экспертов, в России, то есть в Украине, в ближайшее время или уже начала работать, или в ближайшее время начнет работать линия по сборке этих беспилотников. Может быть, она будет не на украинской территории, а в ближайшем зарубежье, но тем не менее, то есть ждите. В чем проблема с этими беспилотниками для Мордора? По оценкам их экспертов, он практически невидимый. То есть видимым для российской РЛС является его двигатель, ну и система наведения совсем маленькая. То есть единственный большой компонент, который может, по идее, засечь РЛС, это двигатель. Все остальное, включая его корпус, российская РЛС с этим не справляется, не засекает. Почему почему трудно его заметить? Потому что летят они в условиях полного радиоэлектронного молчания. Вот их направляют со стороны Украины,
они вылетают, то есть определяется им маршрут, они летят в условиях полного молчания, радио, электронного молчания. Потом, когда они подходят уже близко к цели, где-то там в Подмосковье, быстренько включается GPS, а они управляются при помощи GPS, при помощи новейших, как считают мордорианцы, достижений в этой области. Быстренько ее включают, корректируют свой маршрут, направление дальнейшего движения, снова выключают и летят дальше к цели. То есть, что нужно сделать по оценкам российских, рашинских экспертов для того, чтобы бороться с большим количеством этих дронов? То есть, речь уже не идет о том, чтобы Москву только защитить. Тут нависла угроза над значительной частью военно-промышленного комплекса России. Почему значительной части? Потому что дальность или радиус действия этого дрона, радиус действия, то есть туда-обратно, говорят, до 800 километров в одну сторону, и может вернуться обратно. А если только в одну сторону его, как камикадзе, посылать, то это 1500 километров. И вот оно свершилось. И где находятся эти предприятия, значительная часть ВПК российская, вокруг Москвы, в Подмосковье. Вот поэтому, значит, туда и залетели эти то ли 8, то ли 32, то ли что-то посередине этих украинских беспилотников. Боевая нагрузка бомбовая у них, ну, не такая, что большая, около 20 килограмм, но это пластид, то есть точный удар. Они, опять-таки, подчеркивают, что система наведения электроника в этих беспилотников украинских должна быть очень-очень хорошая, то, значит, вот такой удар может причинить большой ущерб. Вторым объектом, которые отрабатывались, это объекты управления. Ну, были сообщения о том, что несколько, по-моему, 2 беспилотника то ли сбиты были, то ли сами упали на улице Профсоюзной, причем я хорошо знаю эту улицу. То есть это, простите, не улица, а Ленинский проспект называется. Ленинский, не знаю, как он сейчас называется. Ленинский проспект, причем уже ближе туда, к Кремлю. Там оставалось всего ничего до Кремля и другим правительственным учреждениям. Ну и, по-моему, около 2 беспилотников были замечены в районе резиденции Путина. То есть, понятно, совершенно четкие указания на то, кто является реально еще одной реальной и важной целью для готовящегося массированного удара, потому что мордорианцы, они опасаются, что сейчас вот то ли 8, то ли 32, на следующий раз их прилетит 150. И лететь они будут уже совсем иначе, имея в виду, значит, ту информацию, которую они почерпнули, получили в ходе этого полета, поэтому бороться с ними будет сложно. Итак, как с ними бороться? Как сказал Путин, а потом начали все, значит, подхватывать, надо насыщать нашу, говорят они, нашу ПВО. Что значит насыщать ПВО? Это значит вокруг всех стратегических объектов Российской Федерации на расстоянии 1500 километров от украинской границы нужно устанавливать свою систему ПВО, а также на подходе к ним, то есть, по идее, на всем протяжении по земле от украинской границы и дальше там, до Москвы, нужно насыщать стандартными системами, стандартными противовоздушной обороны. Для этого нет. Как сказал один из экспертов российских, для этого нужно время, деньги, специалисты. Нет сейчас у них ни первого, ни второго, ни третьего. То есть страна внезапно обнаружила, что 5-я точка, как раньше говорили, срамное место, оно не прикрыто. О нем, когда начинали так называемую
ограниченную военную или специальную военную операцию, о нем даже не подумали. То есть вот разговор надо, но как это надо, никто нифига не знает. Проблема большая. И проблема не только в дронах, которые вдруг грянули, вдруг откуда ни возьмись. Проблема еще в Storm Shadow, а тут немцы еще объявили, что они дают и собираются давать аналог Storm Shadow ракеты Taurus, то есть практически то же самое, или Taurus, Телец. Дальность полета которых составляет свыше 500 километров. То есть эта ракета супер, летит чрезвычайно низко на подлете к цели до 50 метров, а то и ниже. Самая великолепная электроника. Ну и вот все это как-то так оказалось неожиданно. Я, в принципе, наблюдал за поведением мордорянцев вчера, начиная с раннего утра по Москве, когда появились только первые сообщения о этих дронах в небе над Москвой и Подмосковьем. Соловиный помет. Ну, это же человек, то есть главный пометчик. У него же прямая связь там, с Песковым, да, с Песковым. И, видимо, они на скорую руку определяли тезисы, о чем надо говорить народу в эту тяжкую минуту. Главная мысль была следующая, удивительная мысль, что ничего не происходит, все нормально, а что мы ожидали, это уже война, то есть о специальной военной операции речи уже не идет. И главная мысль, которая проводилась, что это нормально, что вас, дорогие москвичи, сейчас будут мочить по головам. Привыкайте к этому. Ну, что делать? Страна в опасности, против нас весь мир, мы святые, мы хорошие. В общем, затем я смотрел видеоряд, значит, по различным российским каналам. Брали они интервью с теми людьми, москвичами, которые жили в том доме или поблизости, который оказался мишенью этих ударов или обломков и так далее. Люди были в явном замешательстве. То есть тезис о нормальности ситуации, когда тебе обещали за 3 дня или за неделю победу, специальную военную операцию, а тут надо готовиться, да и готовиться по всей стране. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Ну, а затем подтянулась тяжелая артиллерия. Выступил сам бункерный. Повторяю, выглядел он бледно. Кто-то, по-моему, Песков, сообщил, что подняли пахана в 5 часов. Наверное, по тревоге поднимали. Я могу себе представить, как он собирал вещички, убегая куда-то в свой бункер. А здесь он просто лепетал журналистке. Значит, что он рассказал, что произошло? По его словам, Российская Федерация нанесла ряд высокоточных ударов по объектам в Украине. Причем по каким объектам? По центрам принятия решений, по военным объектам, управлению, логистическим, всевозможным центрам. Произошло это после рейда в Белгородскую область, которую мы с вами обсуждали. Это было, так сказать, плата. 1 Киев, если я не ошибаюсь, после этого кошмарили 3 дня невиданным обстрелом, невиданным ракетно-бомбовым ударом. Так вот, в ходе этих ударов были поражены, согласно Путину, ряд объектов важных. Но потом там еще будут объекты, я вам расскажу. Он сослался на один. Здание ГУР. По его словам, значит, ракета попала в это здание. Мы же предупреждали, сказал Путин. Ну и в отместку за это Украина сделала этот налет беспилотников для того, чтобы запугать россиян. То есть мысль какая? А это терроризм, сказал он.
То есть в ответ на наши мастерские высокоточные удары по военным объектам, то есть по легитимным целям на территории Украины, украинцы ответили актом террора. И какой смысл этого, по словам Путина? Идея Украины состояла в том, чтобы вызвать нас на зеркальный ответ. То есть Украина хочет втянуть Мордор в обмен ударов по городам. Как говорится, око за око, зуб за зуб, глаз за глаз. Да? Мы подумаем, что нам надо делать, но мы не пойдем на поводке у киевских воротил, как сказал Бункерный. То есть, типа, надо понимать, что он не хочет, он понимает. Если он понимает, то это в какой-то степени изменит мое отношение к оценке его вменяемости, по большому счету. Потому что если это так, а говорил он взвешенно, незапальчиво, видимо, отработанная, заранее написанная фраза, то есть он не хочет втягиваться с Украиной в эти удары. И это хорошо, это о многом говорит, потому что вот вчера мы оказались, и сегодня мы оказались на грани того, что произошло во Вторую мировую войну, когда немцы, бомбившие, это во время битвы за Британию, Люфтваффе нечаянно уронила свою бомбу, дело, по-моему, ночью было, просто не видели, что там, решили сбросить, попали на жилые кварталы, по-моему, это был один из районов Лондона, ну и понеслось, и это длилось долго, масса разрушений, масса людей погибла, а самое главное, с точки зрения военных экспертов, вот такие удары, они совершенно бессмысленные. По городам, по гражданскому населению. Они не приводят к исковым результатам для тех, кто наносит эти удары. И во время Второй мировой войны вот эти массовые налеты не имели смысла, пока союзники, британцы, американцы не начали бомбить Рур, то есть сердце ВПК гитлеровской Германии. Вот тогда ситуация начала значительно меняться в значительной степени. То есть если я несколько раз мычал там, говорил подчас невнятно, но то, что я вынес, да, он сам, по идее, испугался того, что произошло, то, накануне чего он и его страна оказалась. Он не хочет дальнейшего продолжения вот таких ударов, потому что, понятно, что он теперь стал сам потенциальной мишенью. А что делать, сказал Путин, он говорит, мы знаем, что делать. Надо насыщать систему ПВО, сказал он. Ну, а этой системе я потом дальше послушал, оказывается, что это так, маниловские мечтания. Нету ни времени, ни денег, ни специалистов, ни компонентов, чтобы сейчас закрыть вот эту территорию между границей Украины и Москвой, а там и дальше, потому что не только Москва, там туда налево, направо, везде предприятия ВПК можно найти, и нефтебазы и так далее. То есть нету для этого возможности. Страна внезапно, я имею в виду Мордор, поняла, что она оказалась в этой самой, сами понимаете. Ну и вот такое настроение у них царило на всех этих соловьиных пометах. Меня удивило выступление Ходаковского, наверное, для многих украинских зрителей известен этот персонаж из Ордло. Сейчас он занимает должность, по-моему, заместителя шефа Росгвардии. Большой человек, большую карьеру в Мордоре делает. Так вот, значит, его спрашивают, то есть он, по идее, должен излучать энергию, веру в нашу дальнейшую победу, несмотря на налет украинских беспилотников. Но он лепетал что-то для меня невероятное. Он рассказал, что у них нет боя. Речь шла о том, как они готовы отражать украинское предстоящее наступление. Он жаловался, что у них нет боекомплекта,
что у украинцев теперь боеприпасов гораздо больше, чем у них, мордорянцев. Мордорянцы с нетерпением ждут, пока заработает ВПК Российской Федерации и наладит производство нужного количества этих боеприпасов, а в это время их мочат украинцы. И в такой ситуации тяжело. Он со страхом ждет наступления, начала этого наступления. А когда у него спросили, а как у вас с моральным духом, патриотическим, готовностью отразить это наступление, он говорит, не знаю. Вот когда оно начнется, и мы увидим, как наши бойцы на это реагируют, вот только тогда мы узнаем, какое моральное состояние у наших бойцов. Все интересно, конечно, учитывая массу драконовских законов, которые принимали в Российской Федерации в последнее время. То есть вполне можно для него найти статью, типа, что это по дискредитации вооруженных сил Российской Федерации и распространение фейков о состоянии боевого духа российской армии. Вот на фоне этих всех обсуждений лучшие эксперты собрались, как всегда, у Скоробеевой вечерком, ну и думали, что делать. Тут же разговор перешел на обсуждение статьи итальянской газеты, опубликованной накануне в итальянской газете «Република». Там вкратце содержание такое, что возможным вариантом, как якобы считают некоторые западные государства, сторонники Украины, одним из вариантов урегулирования или прекращения, по крайней мере, временного войны, может быть следующее. ЕС, то есть Украину принимает в ЕС, и ЕС дает гарантии безопасности Украины. А за это, значит, объявляется прекращение огня, перемирие, и, видимо, Украине придется пожертвовать какой-то частью своей территории. Ну, там было это названо, что это китайская ловушка, поскольку якобы Китай носится с этой идеей. Ну и якобы ее серьезно рассматривают в столицах некоторых западноевропейских государств. И вот идет дискуссия. Скоробеева говорит, так это же антиукраинская теория и план. Но тут один из экспертов встает и начинает ей объяснять. Говорит, а представьте такой вариант. Вот, да, принимает Украину в ЕС, дает ЕС гарантии, да, какую-то часть территории сейчас они оставят за Россией, которые уже оккупированы. Затем в течение 4, 5, 6 лет Украину напичкают оружием, ракеты в немеренном количестве разместят в Харьковской, Полтавской, Сумской области, с тем, чтобы они могли долететь прямо, а там уже все будут, и Атакамс, и Storm Shadow в немеренном количестве. Ну и потом Украина переходит в контрнаступление, вернее, в новое наступление, и все это отбивает обратно. Мы оказываемся в дураках. По часоврепу Скоробеева сказала, нет, мы никак не можем согласиться на этот, значит, вариант. Может быть, ситуация обратная. То есть, если бы так теоретически, я вообще не верю в то, что Република знает о готовящихся предложениях больше, чем любая из ведущих американских или британских газет. То есть, у меня были знакомые журналисты, причем ведущие из той же самой Републики, и я знаю, как они иногда борзо пишут свои статьи. Но, если так гипотетически рассмотреть эту идею, то Украина тоже должна находиться в таком же, в такой же позиции, типа вот мы согласимся с входом в ЕС и гарантии безопасности, оставляем наши территории, какие-то там Мордору, а за 3, 4, 5 лет у них заработает ВПК, если он заработает, надо планировать по худшему варианту. Накопят они силы. И второй, значит, это уже третий будет этап.
завоевания Украины и опять начнут так называемую свободную, ограниченную военную, специальную военную операцию. То есть и Украина не согласится. То есть если даже эта идея, о которой пишет республика, и есть где-то там, существует, то недоверие обеих сторон, и России, и Украины, настолько велико, и гарантии в любой договоренности, в которой участвует Мордор, они настолько не поддаются, не вызывают настолько доверия, что, по-моему, шансов для осуществления этого плана, по-моему, они близки совершенно к нулю. Ну и затем выступили еще выдающиеся представители военной мысли Российской Федерации, и один из них был один из моих любимых отмороженных, там я вам называл, генерал-лейтенант, мошенник, бывший под следствием, сейчас, как водится, в Мордоре депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант, с лица которого в любое время суток можно спокойно выдавить стакан водки. Фамилия Гурулев. Так вот, значит, что он сказал? Ситуация тяжелая. Надо, он повторял Путина, вот сейчас номер один, это закрыть стационарными системами ПВО все вот это пространство от Украины и туда дальше, на север, на северо-восток, северо-запад. Затем, вот что он сказал интересного, что привлекло мое внимание, я думаю, что в Киеве должны обратить на это внимание. Он сказал, что мы работаем, пока это ВПК будет работать, мы должны ограничить возможность Украины проводить успешное наступление. И мы работаем в этом направлении. Что он имел в виду? По его словам, в ходе вот этих ударов так называемым высокоточным оружием, вот буквально в последние дни по различным объектам Украины, они уничтожили один из аэродромов на юге, якобы уничтожили, на котором было уничтожено или выведено из строя несколько Су-24, которые специально модернизированы были для того, чтобы нести Storm Shadow. Поэтому, сказал Гурулев, мы знаем, что у украинцев есть, он сказал, несколько десятков, по-моему, там до 200 этих ракет Storm Shadow, но в последнее время украинцы, вот последние дни их не используют вот благодаря этому нашему удару. И дальше. То есть у них вчера был такой день, такое замешательство, что они рассказывали вещи, о которых вообще бы надо молчать. Но в порыве, пытаясь рассказать, что хоть что-то кто-то делает, они рассказывали вот что. Значит, мы сделали это, сказал Гурулев, а для того, чтобы нанести такие точные удары, нужны координаты. И мы их получили. Это свидетельствует о том, что у нас произошел прорыв в наших разведывательных возможностях по Украине. Мои дорогие зрители, я вам об этом говорил буквально в предыдущем видео. О том, что участившиеся удары, иногда, видимо, успешные, свидетельствуют о том, что пятая колонна в Украине Мордора работает. И, видимо, она активизировалась, возможности расширились по сравнению с тем, что было совсем еще недавно. То есть такое впечатление, что появился крот, который не так давно получил возможность узнавать координаты важных объектов. Причем каких важных объектов? Не то, что там нефтебаза стоит там, или нефтеперерабатывающий завод где-то там под Херсоном, допустим, да, или даже склад оружия. Да? То есть, если действительно они знали, то есть уничтожили вот эти Су-24, они должны были знать, что эти самолеты, а их не так много, должны быть все вместе в определенное время
вот на этом аэродроме, и вот их координаты. То есть это дает возможность как-то так сузить поиски потенциального крота или той сети, которая помогает Мордору это делать. Хотя, повторяю, сейчас вот ситуация такая, замешательство такое в Мордоре, что всю и каждый пис или кусочек или частичку их информации, исходящей оттуда, нужно проверять и перепроверять. Но, тем не менее, по словам генерала, Украина восстановит эти Су-24 или дадут другие самолеты, которые будут поднимать эти Storm Shadow. А тут еще Торос или Таурос немецкий на подходе. Поэтому следующее мероприятие, которое они собираются провести, это подавить GPS в радиусе 300 километров от центра Москвы. И, как он говорит уже сейчас, когда отъезжаешь от Москвы, там вот доезжаешь только, как он, по-моему, назвал Нижний Новгород, и только тогда вот начинает работать GPS на ваших смартфонах и так далее. То есть вот это второе, что они будут делать, давить GPS, поэтому Украине и союзникам нужно изыскать меры по поводу того, как этому воспрепятствовать. Ну и, наконец, они собираются бить по аэродромам, с которых будут обязательно, не уверены в этом, будут подниматься самолеты, на борту которых или под крыльями которых будут ракеты Торос и Storm Shadow. Это для них страшный сон. И последнее, чего он ошарашил свою аудиторию, было следующее заявление. У нас нет сил для крупных наступательных операций, в ходе которых мы могли бы охватывать, делать захваты подразделений противника, имеется в виду ВСУ, окружать их, наносить им сильные удары. То есть все, они перешли в глухую или собираются переходить в глухую оборону, и их самая главная стратегическая цель или мечта – как-то так зафиксировать, заморозить конфликт, чем быстрее, тем лучше, с тем, чтобы дать возможность ВПК восстановиться, заработать. Он вот один из небольших оптимистов, из небольшого количества оптимистов в России, которые я вот слушал за последние 2 дня, который считает, что он, этот ВПК, заработает и действительно обеспечит их тому, о чем так мечтает генерал Гурулев. Но, тем не менее, значит, нужна фиксация ситуации сейчас, приостановка военных действий на несколько лет. В это время работает ВПК, насыщает нас, как он сказал, оружием, и мы предпринимаем большое, крупное наступление по всем направлениям, вплоть до границ. И он там смело перечисляет эти границы. Это весь восточный фланг НАТО. То есть Украину этих, вот особенно после того, что они сделали, это террористическая атака на Москву, единственный вариант, которым обеспечивает нам безопасность, это полный разгром Украины. Таким образом, мы дошли до ситуации, когда обе стороны считают, что единственная стопроцентная гарантия их безопасности – это полное уничтожение противника. Так считает Украина в отношении Мордора, так считает Мордор в отношении Украины. Вот самый главный момент резюме того, где мы сейчас находимся после вот этого рейда дронов на Москву. Нужно сказать, что отличительной чертой этого рейда по сравнению с рейдом в Белгород было то, что, и на это все обратили внимание, я даже слышу спикеры в средствах массовой информации, на YouTube украинском,
которые обсуждали все эти вопросы, обращают внимание, называли слово «легитимные цели». Вот это важно. Это то, чего не было, о чем я говорил применительно к рейду в Белгороде, и что полностью практически имело место быть в ходе вот этого налета дронов на Москву. Великобритания так сразу сказала, что Россия агрессор, Украина жертва, поэтому Украина имеет полное право наносить удары по легитимным целям, которые исключают гражданские объекты, по легитимным целям на территории Российской Федерации. Американцы были более амбивалентны. Они сказали, что мы еще изучаем информацию, которая поступает, но подчеркнули, что мы не поощряем удары украинской стороны по целям в глубине российской территории. Но даже это вызвало недовольство российского посла в Вашингтоне, который сказал, что фактически это заявление, то, что Вашингтон не осудил этот рейд дронов, это является фактически, как он сказал, поощрением украинских террористов. Но вот такие высказывания, господа, конечно, они еще раз подчеркивают, что договариваться, даже если бы было желание у кого-то с ними договариваться, оно должно испаряться, потому что мы имеем дело совершенно неадекватными людьми. То есть то, что они делали, запуская по 30 и более ракет ежесуточно по украинской территории, по городам, это у них все нормально. А полет 8 или 32 дронов, которые, по большому счету, и не носили удар, это был, так сказать, тренировочный, разведывательно-тренировочный полет, это уже, значит, террористическая акция. И как вот с этим бороться? Но главное, что бы они ни говорили, мысль следующая. То есть конфликт дошел до своего, по большому счету, апогея, когда обе стороны заняли позицию, которая не оставляет ни малейшей надежды на переговоры, потому что они 100% несовместимы. Из того, что сказал главный военный преступник Российской Федерации по фамилии Путин, их планы в ближайшее будущее состоят прежде всего в том, чтобы укрепить свою противовоздушную оборону. Там не было крика, шума по поводу того, что мы вам покажем Кузькину мать, что у нас есть ядерное оружие и так далее. Не было никаких угроз. Речь шла, так он говорил, таким смиренным, я бы сказал, тоном. Мы должны укреплять свою противовоздушную оборону. Мы знаем, что делаем. Более того, значит, он сказал, что вот этот рейд украинских беспилотников имел целью вызвать ответную реакцию от нас, зеркальную, то есть заставить нас, хороших, добрых мордорянцев, делать то же самое в отношении Украины, и чтобы началась цепь вот этих ударов по гражданским объектам. Мы на это не пойдем. Ну и опять-таки никаких угроз ядерному оружию. Вот такая ситуация, господа. Что касается его заявления о нанесении удара, а там начали развивать другие пропагандисты и якобы околоэксперты, разгонять информацию, что здание ГУР вообще было уничтожено, бомба проникла чуть ли не в бомбоубежище, в котором скрывались, чуть ли не все, десятки, сотни офицеров НАТО и так далее. Короче говоря, страшное дело. Успех российского оружия. Ситуация далеко не такая. Поражение было, но не главного здания ГУР, и не такое успешное, как об этом, говорили российские пропагандисты. Как мне сказал один из знакомых, который в
курсе дела ситуации со зданием, с ударом по зданию ГУРа. Криворукие индейцы, это он имел в виду мордорианцев, ничего не могут сделать толково. То есть они куда-то попали, но не в основное здание, и не так, как им бы это хотелось. Но тем не менее, вот лично для меня, это послужил, вот удар по зданию ГУРа, он послужил сигналом очередным, что надо со стороны некоторых украинских представителей прекращать медийную деятельность. Поле деятельности, то есть сейчас колоссальное, стоят острейшие задачи. Нужно найти и ликвидировать вот этих источников российской разведки, которые передают важнейшие координаты для нанесения действительно серьезных ударов на территорию, по стратегическим объектам на территории Украины. Раз. Надо заниматься поиском целей для нанесения ударов по соответствующим объектам ВПК на территории России. Нужно вербовать, вскрывать иностранных агентов. Поэтому в этой ситуации вряд ли стоит заниматься горячей полемикой через интернет, которая не наносит реального ущерба противнику, но бесит его, как быка красной тряпкой, и заставляет его в ответ наносить удар по действительно важным объектам на территории Украины. А самое главное, по жилым кварталам. То есть тут вот как раз речь идет о стоимости и эффективности. Речь идет о тех рисках, которые имеют место быть при планировании тобой операции. Планируешь операцию, и должен прикинуть, к чему она приведет, к каким негативным последствиям. И стоят ли эти негативные последствия тех целей, которые ты хочешь достичь. Ну и в заключение, господа, хочу вам показать замечательную фотографию, которая мне понравилась, главнокомандующего ВСУ генерала Залужного. И внимательно почитайте, что написано над его головой. «Господи, помоги мне остановиться на границе с Российской Федерацией». Я думаю, что это самый блестящий вот из всего, что я слышал в последнее время от официальных представителей Украины, это самый блестящий лозунг к предстоящему наступлению ВСУ против Мордора. Я не к тому, что надо останавливаться на этих границах. Можно будет идти и дальше. Но все нужно делать с умом. И всегда это координировать с ближайшими союзниками. Поэтому предвкушение этого успешного наступления, господа, как всегда. Слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества, оптимизма и веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!